Офелия Вазгеновна, ваша школа уже более 20 лет открывает свои двери для учеников. Давайте, собственно говоря, начнем сначала. С чего же все начиналось, ваша школа? Да, спасибо. Так много раз я об этом говорила и рассказываю, но могу еще раз. Вот школа, она считается, вот первая школа как национальная. Ну, началась, конечно, не очень как-то приятного такого после землетрясения в Армении, когда много детей оказались в Москве, и в разных больницах на лечение они были. И вот я как-то решила создать для них образование, обучение вернее. Ну, как таковой школа вот не было, естественно, вот в таком плане, да. Школу назвать нельзя, но все равно это было для них как раз это первая школа. И после лечения они лежали в реабилитационном центре, мы устроили их там. И вот создали около 100 детей, перевели из разных больниц вот туда, реабилитационный центр Ленинские горки. И для этих детей организовали обучение. И там праздники там разные отмечали, чтобы вывести их вот с этого состояния. Фактически я потом написала программу «Реабилитация через образование». После чего вот в 90-м году я создала школу, поликультурный центр, вернее, вот 30 национальностей. И все обучали язык, историю, культуру свою. Около 700 детей, ну, около 100 учителей обучали совершенно бесплатно. И около 2 лет вот мы функционировали как, ну, общественная школа, наверное. Когда открыли отдел национального образования в 93 году, уже стали открываться разные национальные школы. И 90% выходцы из нашей уже школы. А мы, в общем-то, как-то преданно своему делу, поликультурному образованию, мы также остались как поликультурное образование. С нами тоже остались многие, также, допустим, дагестанцы хоть и образовались, но у нас остались опять-таки и аварцы, и кумыки, и разные вот тоже из Дагестана, буряты. Также вот, вы знаете, и зависимо сегодня от вот миграционной вот этой политики. Приезжают, допустим, сегодня киргизы, узбеки, таджики, да, вот эти дети тоже, естественно, должны обучаться. Вот многие приходят к нам, потому что здесь им комфортно, здесь им интересно, здесь комфортно для всех детей всех национальностей. У нас очень много русских детей. Почему говорю русских? Потому что для них есть, естественно, рядом школы, ну, предпочитают нашу школу, причем приезжают со всей Москвы. Вот это меня очень радует, потому что если, имея возможности обучаться в других районах, в других их именно районах и рядом школ, они предпочитают нашу школу, я считаю, это довольно-таки такое приятное ощущение. А каким образом вам удается поддерживать вот эту вот комфортную атмосферу внутри школы? Не возникает ли конфликтов между детьми? Вы знаете, это прекрасный вопрос, который очень многим интересует. Вот я не знаю, может вы удивитесь, вот в течение 20 лет пока ни разу, вот тут, конечно, я и не думаю, что это будет, если до сих пор не было никаких конфликтов. У нас есть предмет специальный, этнология. Вот на уроке, естественно, каждый ребенок рассказывает, они выбирают вот свою, допустим, нацию, они рассказывают, или свою страну, рассказывают про свою культуру, про традиции, там религии, какие там у них есть в стране и так далее. Вот здесь уже каждый ученик узнает уже вот традиции, культуру разных вот детей, и вот смотрит, допустим, аварцы выходят, рассказывают про там Дагестан, про и так далее. И все так с интересом, потому что они-то настолько дружны, и только с положительной точки зрения вот так смотрят, и как-то с уважением уже относятся к своему другу. А есть ли еще какие-то, скажем так, специфические предметы, которых нет в других школах, Да. помогающие либо сплоченности детям, либо их адаптации вот, в России, в Москве? Но предмет в основном-то это то, что у нас этнология, вот это сплачу, да. Мы проходим и фамилистику, семьеведение. Вот предмет, который тоже я не встречала в разных школах. Я и преподаю в ВУЗе вот этот же предмет. Здесь даже вот смешанные браки, если есть, вот они с интересом, вот как должны вести себя в этих случаях, как воспитываются дети. Очень много интересных здесь есть моментов, которые тоже относятся вот именно национально. Как они должны отнестись друг к другу, вот если вот
они разные вот, да, национальности. Вот этот момент тоже, вот и бывает же, там, встречаются, допустим, вот, ну, русская девушка, допустим, встречается, как, ну, или кавказцами, или там, ну, корейцем, допустим, или с кем-то, да. Поэтому здесь, в общем-то, это тоже они должны знать. Они должны быть грамотными, они должны знать это все. А то вот незнание как раз и приводит вот к этим конфликтам или вот этим проблемам. Насколько я знаю, у вас еще и русский язык преподается как иностранный Да, язык. у нас есть и русские, не то что иностранные. Ну, не родной, скажем Да, так. ну или иностранный не может быть, не родной. Вы знаете, что я могу еще сказать? Это лично мое мнение. Вот русский как не родной, хотя и называют, да, мне это очень не нравится, потому что вот слово не родной уже как-то немножко идет, вы уже поняли, о чем идет речь, да? Поэтому здесь по другой программе можно даже сказать, это лично мое мнение. Я на такие вещам обращаю внимание. Потому что это вот воспитательные вот эти моменты, и надо очень осторожно и в словах, и всюду, чтобы вот не были никогда, потому что дети должны почувствовать себя здесь, естественно, свободно. Они, во-первых, вот это очень важный вопрос, вот русский как не родной, то, что говорится, да, есть дети, которые вот приехали из-за границы, они вообще не владеют, да, для них это не родной язык, вот мы их обучаем. А дети вот те, которые вот, ну вот в советские времена мы знаем, что вот вы, наверное, не застали, я думаю, молодая совершенно. Но то, что мы увидели тогда, вот все национальности настолько дружно были, настолько, во всяком случае, это все так видно было. Но они себя ощущают, естественно, как вот Россию сегодня, как вот родной свой, да, никаких вот ощущение, что это не родной вот русский язык, вот этого нет. Те, кто приходит незнанием, естественно, мы серьезно с ними занимаемся отдельно, индивидуально. А в основном то русскоязычные дети. Ну, насколько я понимаю, вы сотрудничаете, да, со всеми посольствами со стран СНГ? Если Вы вот знаете, посмотреть. раньше еще больше мы сотрудничали, а сейчас, вот, может быть, не очень, но все равно бывает, да. Они приезжают к нам с удовольствием, они вот как-то общаются с нами, своих детей они советуют. Здесь у нас никаких разниц, никакой, вот вы, наверное, тоже убедились, настолько комфортно для детей, именно для всех детей. Во всяком случае, я думаю, вот такая школа, вот такая система в образовании настолько актуальна во все времена, и школы должны быть именно такими. Это мое сугубо мое личное мнение. А много ли у вас детей-представителей Северного Кавказа? Из Северного Кавказа есть, я бы не сказала так много, но есть, да, есть. Дело в том, что вот эта местность, центр города, здесь никаких домов, нет, вот ни одного дома, вот пройдете, ни одного дома у нас нет. Да. Приезжают, да, из такого далека, люди, естественно, трудности, вот эти пробки, смотрите, что творится, да. Поэтому многие как-то затрудняются привести своих детей, но все равно то, что мы набираем столько детей, это вот первоклассники, то, что приезжают со всей Москвы, представляете, настолько сложно. Я очень благодарна этим родителям, что вот именно доверяя, они не щадят себя, свое время и привозят своих детей. Это, я думаю, большое достижение. Преподаются ли национальные языки детям? Да, конечно. Есть такая система. Здесь, вы знаете, раньше, даже если один или двое были любой национальности, раньше были возможности, и вот эти дети могли учить языку, историю, ну хотя бы там 2 часа всего мало чего. Но сейчас нет этих возможностей, потому что количество наших детей стало мало, и финансирования мало. Я так как рассказывала, что вот отделились 700 детей, и стало в Москве, да, разные национальные школы. Ну, у нас, конечно, стало чисто искусственно гораздо меньше детей. И вот здесь как раз, вот, если 10 или 15 детей, они могут обучать языку, истории, культуре своего народа. Ну, такие есть некоторые вот национальности, вот армяне, например, их много, и, естественно, они обучаются вот именно национальный язык, история, культура. Вот традиции свои. Вот это все есть. У нас ансамбли разные, вот дагестанский ансамбль, армянский ансамбль, ну, лашкари у нас есть и ансамбли, вот танцы мира. Вот мы всегда стараемся дать разные вот национальные вот эти традиции. Эти моменты у нас очень хорошо поставлены. Родители у нас очень дружные. Также вот у нас есть комитет родительский, который вот часто общаются с родителями, учителя. То есть вот у нас вот такой тесный контакт. И как вот такой дружный вот дом у нас образовался, я думаю,
Ну, вот стараемся делать так, чтобы было всем комфортно и уютно.